Поехали в Калиново. Там эти беседки новые посмотрим на берегу. Ну там у них где пирс, где причал, у них там, где лодки ставят. Вот, который там типа городской, не городской. Они там какие-то беседки сделали прикольные. Либо это парк будет открытый, либо... Ну, когда я последний раз был, там еще не было забора. Это было месяца 2 назад. Я только в самую дырку не жарю. Хорошая шутка. Потому что у меня масло, я 3000, короче, на масле проехал. И оно, видимо, старое, начала его жрать. А так она обычно вообще не жрет. Все, погнали. Я смотрю просто на экран, плей идет или нет. Всем привет, с вами Тюнин, снова блоги с шлема. Катаюсь сегодня наконец-то не один. Сегодня вот решили с Максом выехать прокатиться. Макс любитель хайбус. Сегодня с буса будем кататься. Поедем, съездим до Калинова, прокатимся туда. Одно из красивых мест города. Ну да, города, типа, он чуть-чуть за городом, но на мотике это вообще ерунда, все это фигня. Сегодня только ветерок такой вообще, интересный очень. Надеюсь, не сдует сильно. Максу на хайбусе вообще не интересно по городу кататься. Хайбуса вообще не для города, просто максимально. Там дальше второй передачи не переключиться совсем. А так мотик крутой, его лютой, жесткой спортухой не назовешь. Он такой смачный спорт-турист, это, наверное, около того. Спортухой его не называть. Но он совсем не для города, он реально только для трассы. Самое то по трассе фигачит на нем. Не сдувает ничего. При таком-то весе, при таком объеме. Единственный минус, наверное, достаточно большой хайбус, когда я катался, и это сильно на самом деле бросается в глаза и сильно ощущается, это то, что у хайбуса очень платные, очень вялые тормоза по сравнению с Хондой. То есть там дури просто до усрачки за счет объема, она есть всегда и везде. Ты только открой газ и полетишь сразу, а тормозов там очень они ватные по сравнению с Хондой. И не очень круто, еще у хайбуса бензобак такой анатомически не до конца продуманный на самом деле. Там прилипнуть одним местом к бензобаку вообще как раз плюнуть. Вообще ерунда без проблем. This is for you. Listen. Известная стритрейсерская прямая у нас в городе, вот это называется конечка. Конечка или тупик, мы сюда, как тут типа всегда нелегальные гонки раньше были, но до сих пор иногда остаются. Я иногда тут сюда гоняю, замеры делаю. Вроде здоровый мотик, вообще тяжеленный, максимум как на велосипеде. Хотя на самом деле он с виду очень огромный и тяжелый кажется, и по факту он на самом деле очень тяжелый. Но когда за него садишься, он не кажется тяжеленным мотиком. Привыкаешь и вообще запросто летишь уже на нем. Ля мы на зеленый везде сегодня успеваем, а? Это все Макс сам виноват, это он, счастливый сегодня чувак, мне везде зеленый организует. Blast them. Blast them. Офигенно забавная история, как-то раз была. Лечу я как-то на своей Хонде по трассе, едем в Нижний Тагил, едем, в троечка катались.
Я думаю, дай газану чуть-чуть. Все такое, даю гашетку нормально, откручиваю, лечу, короче, 220-230 по спидометру. Думаю, хрена я быстрый просто. Думаю, метеор вообще просто. Думаю, офигеть, как быстро еду. И когда у меня как стоячего проезжает буса, как ни в чем не бывало, просто как стоячего проходит буса, думаю, хера нет меня как еду. Для бусы просто трассы, это ее стихия. Все там то, что я себя там 230 выкручивал по трассе, мне казалось, фига себе, какой я быстрый. Просто для бусы это была песочница, она как стоячий мимо пролетела и даже не почувствовала, жужжала. Меня еще ветром потом сдуло, как будто я КамАЗ меня мимо проехал, обогнал. Поэтому все познается в сравнении. Хотя вот если мы со светофора с Максом стартанем, как бы я не уверен, что буса сразу меня догонит. Надо, кстати, как-нибудь ради интереса попробовать. Но Макс не газует особо по городу и как бы правильно делает. Фига у Хонды развал какой смачный сзади. Сейчас офигенная загородная дорога будет, но она вроде ровно издалека смотрится, но там такие волны местами бывают смачные просто. Блять, вот я про это и говорил. И она еще хуже стала за лето. Просто ужас какой-то. А вот это самый жесть здесь. Они такие противные. Блять, ебать на поезд напугал, а он дальше едет. Прикольный серпантин, и дорога в целом тоже классная, такая более-менее бесшумная. В поворотике можно повыкладывать. Но вот буквально ты такой летишь, ограничение 50 км в час, ты такой, ну сейчас заложу, наверное, поворот, и все нормально будет. Выйду из него и полечу дальше. Ага, вылетаешь такой, вон уже полосу тут, наверное, какая-нибудь фура закладывал. Вылетаешь такой, бач, тебе просто маленький кусок гравийки. Нахрен тебе. Ты такой, спасибо. И потом дальше снова нормально асфальт будет. Как так получилось? Почему-то денег на асфальт не хватило, как бы. Это непонятно, это не ко мне вопрос вообще. Офигенно красивое место. Люди сюда из Йобурга приезжают купаться. Причем объезжают по такой убогой, убитой абсолютно дороге. А я могу спокойно, без проблем, насчет того, что я захожусь в закрытом городе, у меня есть пропуск через город проехать, выехать буквально там 10-15 минут. Я уже доехал сюда, не важно, там на мотике, на машине. Домики такие тут смачные, если подальше поехать, тоже такие красивенькие домики будут. Вон сейчас к скутеру встанем. Никто, наверное, не против.
Сейчас нас либо выгонят, либо не выгонят. Вот такой вот маленький был прохват, небольшая прокатушка вечерняя. Покатались с Максом на Хаябусе, отдохнули, кайфанули. Вечер воскресенья провели отлично. Сегодня уже сейчас еду закатываться в гараж. До новых встреч, до новых видосов, до новых интересных, красивых и, наверное, где-то даже эксклюзивных мест нашей области. Всем пока, с вами был Тюнинг.